Одними из самых впечатляющих и мистических явлений природы являются молнии. Еще с давних времен люди боялись молний, так как считали их наказанием, посланным богами за человеческие проступки. Обязательно досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, попадает ли молния в машины, может ли молния ударить в одно и то же место дважды, выжил ли человек после 7 ударов молнии, а также какие способности появляются у людей после ударов молнии. Молния – это электрический разряд, который образовывается в грозовом облаке. Индейцы племени Юла считали, что молнии появляются, когда светлячки сталкиваются с душами предков. А ацтеки считали, что молния расщепляет землю и помогает душам умерших пройти в глубины земли. Молния – очень мощное и разрушительное природное явление. Напряжение достигает миллиарда вольт. В 1769 году в Италии произошла одна из крупнейших катастроф, связанных с ударом молнии. В церковь святого Назария попала молния. Все бы ничего, но в подвалах церкви хранился порох. Произошел сильнейший взрыв, от которого сгорело 200 домов и погибло 3000 человек. А в 2013 году в Киргизии молния ударила в отару овец, которые ютились друг к дружке в холодную погоду. Тогда погибло 335 овец. Как минимум один раз в год молния попадает в каждый самолет, но для пассажиров молния не опасна, так как самолет выступает почти идеальной клеткой Фарадея. Кстати, молния может ударить в одно и то же место не 2 раза, а намного больше. К примеру, Empire State Building, Эйфелевая башня или башни Москва-Сити постоянно подвергаются атаке молний, поэтому они оснащены молниеотводом. В Америке жил человек по прозвищу Громоотвод. За 35 лет в него попадала молния 7 раз, и он оставался жив. За это лесничий Рой Салливан попал в книгу Гиннесса. Как ты думаешь, безопасно ли прятаться в машине во время грозы? Может ли молния ударить в машину? Это было близко, аж волосы шевелятся. Вообще, машина типа «Жигулей» с отсутствием какой-либо электрики вполне может быть клеткой Фарадея. Но новые тачки, напичканные большим количеством электроники, очень даже неплохо проводят ток. И мало того, даже взрываются, так что машина, как и дерево, не подходит для защиты от грозы. Самой загадочной из всех видов молний является шаровая. Нам известны факты, когда молния залетала в окно во время летней грозы. Но оказывается, в 9 из 10 случаев молния попадает в дом из розеток, батареи или даже гвоздей. Но это явление очень редко. Только 1 человек из 10 тысяч сможет его увидеть хотя бы раз в жизни. Ну и самое интересное, что я оставил вам на десерт, это Люди Икс, люди со сверхспособностями, которые появились у них после удара молнии. 62-летний Эдвин Робинсон после ДТП абсолютно ослеп на оба глаза. Врачи разводили руками и были бессильны. Спустя 9 лет мужчина гулял со своей супругой по парку. Разыгралась гроза, и они побежали под дерево, чтобы переждать ненастье. В этот момент разряд молнии ударил в дерево и зацепил Робинсона. 20 минут он находился в отключке. Придя в себя, он вместе с супругой добрался до дома и лег спать. Наутро, проснувшись, Робинсон прозрел, причем на 100%. Помимо этого, у него обострился слух, а спустя год полезли волосы на его лысине. Другой невероятный случай удара молнии превратил обычного человека в человека-незамерзайку. Дело было в штате Миссури. Электрик Дил Гарольд приехал домой во время грозы. В момент, когда он вышел из машины, в него ударила молния. Дил очутился во дворе у соседа, а ботинки так и остались стоять у его машины. Дил пролетел 10 метров, но остался цел и невредим. Более того, со временем он понял, что стал морозоустойчивым. Он мог часами находиться раздетым на морозе, при этом не замерзая и не получая обморожений. В начале 20 века Владимир Дронов, которому на тот момент было 50 лет, отправился на охоту, где его сразил удар молнии.
Его, как положено, выключило на 30 минут. Все вроде бы обошлось благополучно, но позже начались загадочные странности. За несколько месяцев его лысина покрылась густой шевелюрой и повыпадали все зубы, но вместо них выросли новые. Болгарская целительница Ванга в детстве была поражена молнией, вследствие чего ослепла, но обрела дар предвидения. Береги себя, ведь если гроза бушует вдали, а над тобой голубое небо, это еще не значит, что ты защищен. Ведь если ты слышишь вдалеке раскаты грома, эта молния может дойти и до тебя. Самая длинная молния, зафиксированная учеными, составляет 321 километр. Не забудьте оценить это видео лайком и подписаться на наш канал. Всем хорошего настроения, всех обнял!